Так, делаем фантазийный цветок, похожий на лилию. Гвоздик берем тоже лилия. Закрепляем на нем, как я уже говорила ранее, не пергаментную бумагу, а такой квадратик, который я вырезала из мешка для заморозки. Делаем основание внутри гвоздика. И рисуем такой вот треугольничек. Три нижних сделаем лепестка и 3 сверху. Вот они, нижние готовы. Пошли на следующий ряд. Делаем тычинки. Тычинки делаем фиолетовые и желтые. Нам нужно вписать цветок в композицию, и поэтому серединка вот этого фантазийного цветка будет перекликаться по цвету с цветками сирени. Тычинок мало не бывает, они украшают цветок. Не жалейте их. И чтобы разнообразить вот эту вот темную серединку, добавляем желтые тычинки. Давайте повторим еще один такой же цветок сделаем. Основание. Первый лепесток. Помним 3 внизу лепестка и 3 сверху. Тычинки. И желтые тычинки. Если у вас нет вот этого вогнутого гвоздика, то можно сделать просто плоские цветы. Вот сейчас я их показываю. То есть насадка лежит, потом становится вертикально и обратно ложится. На кончике мы насадку ставим перпендикулярно гвоздику, выводим его прямо. Потом идет наслоение из более мелких лепестков, чтобы следующие лепестки легли более объемно. Вот, посмотрите, то есть лепесток у нас уже не приплюснутый, не лежит просто тупо сверху на другом, на нижнем лепестке, а он уже приподнят, и за счет этого весь цветок выглядит объемно. Ну и те же самые тычинки, фиолетовые и желтые.
еще раз посмотрим, как делать этот плоский цветочек. Посмотрите, вначале насадка идет как бы лежит на гвоздике, потом выходит вверх и становится перпендикулярно, формируя острый уголок лепестка. Эту технику еще подробно рассмотрим, когда будем делать листики. Зелень. Вот они, промежуточные лепестки, благодаря которым цветок смотрится более 3D-шным. Объемным. И пошли тычинки. Ну вот и все, цветок готов. Подписывайтесь на меня в Телеграм, ВКонтакте, в Яндекс.Дзене.